Доброго времени суток, дорогие друзья. Попробуйте угадать, кто со мной рядом. Это, конечно, шутка. Эту женщину знает не только вся Россия, Беларусь и все страны СНГ, но и далеко-далеко за пределами а, бывшего Советского Союза. Это настоящая женщина, которая, несмотря на то, что в ее жизни выпадало много всяких трудностей, испытаний, она сохранила прекрасное расположение духа. Она продолжает заниматься позитивным творчеством, в чем мы сегодня убедились. Она заслуженная артистка Беларуси, она телеведущая, она просто медийный человек, который медийный сегодня не только там где-то, она в интернете и просто в наших сердцах. Это Анжелика Агурбаш. Добрый день, Анжелика. Привет. Я столько много говорю добрый всегда. день. Все уже поняли, что это ты, но я, понимаешь, после нашей сегодняшней программы еще раз убедился, насколько наши люди, которые наши, да, насколько они мудры, наши женщины. Они мудрее. Вот у меня жена, например, да, я понял, что я по сравнению с ней достаточно глуповат. Я мужчина, который поздно Почему же? повзрослел. Ну вот она мне говорит, например, что-то, да, я говорю, да нет, тут упираюсь, что там, начинаю доказывать, а потом поступаю, как она сказала. Вот. Потом еще что-то такое бывает, вот какие-то вещи, я Но все понимаю, же говорят, да. проходит время, я понимаю, что она была права. Как Все она же была говорят, права. что женщины сильнее, умнее, мудрее. А это Ну так и да. есть. Ну, потому что на Сегодня, нас же все держится. да. А И вы должны быть большой поддержкой в нашей жизни. Тогда правильный баланс. мы На сегодня, самом деле, извини, на самом деле все держится на мужчинах. Но мужчина должен быть фундаментом мощным, на котором все держится. Вот тогда, когда женщина на мощном фундаменте, тогда она вот красиво это здание держит и, в общем-то, за ним ухаживает. А если фундамента нет, то ничего нет. Поэтому нам без вас, мужчин, никуда. вообще, на самом деле, если честно признаться, то, наверное, роль каждого нужна, роль каждого важна. Я хочу спросить у тебя, когда ты родилась, начала осознавать, что ты есть на этом свете, ты почувствовал, что у тебя какая-то есть миссия на Земле. Как это произошло? Вот я хочу, чтобы люди еще раз об этом услышали. Не знаю, это внутреннее ощущение. Я была маленькая девочка, я понимала, что я какая-то особенная. В чем моя особенность, я не знала, потому что я родилась в такой стандартной классической советской семье. Ничего выдающегося, как я говорю. Но у меня папа, мама были красавцами, вот, прекрасными. Но никто не был ни из мира политики, Не, ну папа был, искусства, начнем с того, музыки. что папа был настоящим мужиком. Он ходил всегда в красивых костюмах, он за Видишь, как собой ты осведомлен следил, хорошо, он да? курил хорошие Сигары. Да, почему сигары, я сейчас люблю тоже выпивал сигары. хороший коньяк Да, и у так него были далее. всегда То есть нет, идеальные костюмы, начищенные туфли, хороший коньяк, сигары. Почему сейчас я, когда вижу, для меня очень важна обувь у мужчины. Я всегда обращаю внимание на туфли в первую очередь. И у меня 2 сына, я все время говорю, так, ваша обувь в первую очередь должна быть начищена, неважно. Это может быть абсолютно простая футболка, но туфли должны быть всегда у мужчины идеальные. Вот сегодня ты записываешь новый альбом, мы еще об этом поговорили вкратце. Потом, дорогие друзья, вы когда послушаете программу, это очень интересно все. Мы сегодня вот поговорили, и интервью получилось такое, вот очень позитивное, как я всегда к этому стремлюсь. И ты знаешь, в очередной раз вот убеждаюсь, но расскажи вот еще раз, как ты записала вот этот шлягер, который «Я буду жить для тебя». Может, многие думают, когда слушают песню, потому что не все, может быть, еще видели клип, но я всем рекомендую подписываться, во-первых, на YouTube-канал Анжелики, во-первых, и ВКонтакте, и во всех сетях, где вы ее найдете. Подписывайтесь, следите за ее новостями. Всегда будет хорошее настроение и позитивная музыка. Так Спасибо. вот, как к тебе пришла эта песня? Смотри, мы только что сделали с тобой интервью на радио, сейчас как бы как день сурка Да, у меня. да, ничего Все то же страшного. самое надо говорить только. Ну, не все, Да, конечно. ну практически, да. Слушай, песня уже много лет, но тем не менее она не теряет своей актуальности и популярности. И для меня это очень удивительно. Это такая очень знаковая песня в моей жизни. И, наверное, в то время она очень здорово
сработала и попала в души, в сердца людей, потому что она была такой социальной песней, социальным клипом. До этого все снимали, знаете, закаты, рассветы, любовь, морковь, а здесь вдруг клип, такая трагическая ситуация, и мама, сын, который спасает маму, хватая ее за руку, когда она уже стояла в одном шаге от смерти, стоя на подоконнике. И эта песня, она очень жизнеутверждающая, и она дала очень много жизненных сил, особенно женщинам. Вот и правильно мы стали передачу в начале, вот сразу интервью говорили о женщинах, потому что, ну, практически, я думаю, что, ну, в России 80% женщин все держит на своих плечах, да, семьи, дети и так далее. Тем более, что Вот. сегодня, к сожалению, извини, что я перебиваю, сейчас продолжишь. Мгм. Вот многие мужики считают, ну, вот не пойду я работать там за 50-60 тысяч А рублей. женщина пойдет и на А трех жена у меня работах, работает, а я лучше работах посмотрю. будет упахиваться Да, вообще для того, чтобы накормить детей, да, я как-то лучше посмотрю прилично и футбол, ходить. Ну, пивка конечно, она выпью. нахрена, когда есть женщина, которая Да. пашет А вообще на я 3 буду работах. ждать, значит, когда мне предложат какую-то руководящую должность. Ну, в моей жизни тоже были подобные обстоятельства, когда мужчина тоже ждал своей великой роли у Феллини, а я носилась по переходам и зарабатывала своей дочке, ребенку на яблоки и на все остальное. Вот, поэтому это, ну, нормальная классическая ситуация. Послушай, эта песня, она очень много жизненных сил дала и очень многим помогла, особенно женщинам. И до сих пор мне приходят и письма, и сообщения в моей соцсети о том, что эта песня помогла, в общем-то, выстоять, выжить. Вот реально. И, ну, просто как МЧС, знаешь, И мне какой-то понравилось, вот как ты песня сказала, МЧС да, и такая мне понравилось, для что ты очень многих сказала, людей и женщин. что когда вот проходит время, оглядываешься назад, ты понимаешь, что ты растешь. Вот, дорогие друзья, настоящая артистка, она не говорит, что я там певица, не певица, хотя она певица. Так настоящая певица и артистка, она должна вот иметь такой внутренний стержень, харизму, когда она осознает, что она поет, во-первых, потом она подходит к выбору творчества. Вот эта песня, которая у тебя первая выстрелила, я бы сказал, да, она зацепила народ, а потом уже ты выражаешь какие-то другие чувства, эмоции, которые тоже ты пропускаешь через свое сердце и транслируешь нашему миру. Вот. И когда в песне, даже в грустной, ты все равно оставляешь какую-то надежду, понимаешь, вот это самое ценное. Поэтому вот дай бог, чтобы тот альбом, который ты сейчас записываешь, чтобы он побыстрее, ну тоже побыстрее, но своевременно пусть появится, и мы будем его с нетерпением ждать. Я бы хотел, чтобы ты сегодня еще раз сказала нам всем, как нам все-таки сегодня вот жить, потому что у нас какие-то экономические кризисы, у нас какие-то вирусы, эпидемии, мы все ходим грустные, подавленные, мы ищем работу, мы переживаем о том, что какие-то катастрофы, катаклизмы, хотя мы не понимаем, что на самом деле были времена похуже, если сравнить, да, были времена похуже на самом деле. А как нам выжить вот сегодня? Что ты скажешь нам? Слушай, ну надо просто жить. Потому что это, в принципе, единственное, что нам сейчас осталось, несмотря ни на что, вопреки всему жить, что-то делать в этой жизни, радоваться, несмотря ни на что и вопреки всему, и небу, и звездам, и хорошей музыке. Ну а что мы еще можем сделать? Я сегодня ехала к тебе в эфир и думала, в чем смысл, да, в чем смысл? И что надо сейчас делать? А ничего не надо сейчас делать, надо жить. Вот кто как может, кто чем может, вот теми жить, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, в тех или иных кризисах, в экономических, в политических, в творческих кризисах. Надо выживать как-то, и надо стремиться тянуться к свету, и аккумулировать в себе правильную, положительную, добрую энергию, настраивать себя на жизнь, на позитив, на добро, на любовь. И тогда вот будут происходить чудеса, самое настоящее. Тогда Вселенная будет делиться с тобой тоже правильной энергией положительной. Потому что сейчас очень много зла, сейчас очень много беды, сейчас очень много трагедий в мире, на Земле. И вот эта вся энергия горя, беды, вся идет во Вселенную, и потом опускается на нас этим дождем, да, который это дождь из депрессии, из трудных ситуаций, психологических, моральных. Поэтому, друзья мои, нам надо сейчас думать о том, как во Вселенную аккумулировать правильную, добрую, позитивную энергию. Все равно, пусть она будет злой, пусть она будет такой вот трудной, но все равно она должна быть доброй. Даже ненависть
Вот я, слушайте, ну я же тоже не такая добренькая, да? Я если ненавижу, то я ненавижу, но все равно у меня ненависть какая-то светлая. У меня, если вот мы с дочкой недавно говорили, я абсолютно лишена зависти. Я не помню, чтобы я кому-то завидовала в этой жизни. Но я могу по-доброму позавидовать. Ах, вот мне бы там тоже такой, например, классный клип, я бы тоже бы вот хотела бы вот в таком стиле, или такое шоу масштабное, да, когда смотрю там коллег своих, говорю, вот мне бы тоже, как у Джей Ло или у Бьонси, такое шоу Но это не роскошное. значит, что ты как бы прям... Но у меня нет черной зависти. Да. Я не отравляю себя, свой организм и свою жизнь собой же, своими плохими эмоциями и своими чувствами. Поэтому, друзья мои, не отравляйте своей жизни, свои организмы сами же. Мы же сами порой себе вредим. Поэтому не вредите сами себе. Вот это первое, что мы должны делать, самим себе не вредить. Цепляйтесь за какие-то милые вещи в этой жизни. Кто за что может. У каждого свои спасательные круги, свои соломинки. Здесь нет каких-то правил, здесь нет каких-то советов, потому что самое ужасное в этой жизни, что можно сделать, это давать советы. Я могу посоветовать вам вот то, что я могу посоветовать, и это советы такие абстрактные, но каждый человек индивидуален, и каждая ситуация индивидуальна. Поэтому находите свои спасательные круги, свои соломинки, сами себя вытаскивайте Золотые за слова. волосы, да, вот Золотые как слова. барон Ты Мюнхгаузен. знаешь, когда вот... У каждого свое же Да, болото, вот, понимаешь? правильно, Поэтому правильно. Вот откуда я послушай, знаю, у кого какое болото, как оно засасывает правильно. руки, ноги, хвост. Когда мне сегодня говорят, что появляются какие-то психологи великие или какие-то великие учителя, А ты и знаешь, что они я для никогда... всех, послушай, Да. для всех находят единый рецепт, это такой лохотрон, извини за Ну, выражение. конечно. Потому что каждый человек это индивидуальность, каждая судьба она индивидуальна, и каждый требует индивидуального подхода, индивидуального решения. Мы должны сердцем чувствовать, где выход наш. Да? Безусловно. И ты вот сейчас об этом Абсолютно. сказала. Безусловно. Это замечательная певица, заслуженная артистка Белоруссии. Она сегодня, вот первый раз я ее пригласил, она сразу приехала, когда пообещала. А многие, знаете, вот приглашаешь, извини, сегодня не могу, завтра, послезавтра. А Анжелика вот приехала. Я тебе очень благодарен за это так милосердие, Да, что сегодня слушай, побывала. ну какое милосердие. Вот. И потому что очень важно, чтобы наши люди с ограниченными возможностями видели, что они нужны, что к ним приходят вот такие люди, как ты, потому что многие не приходят. И ты вносишь свою лепту, как бы сказать, свою частичку своей души, частичку своей тепла сегодня подарила нашей радиостанции. Спасибо А тебе как может огромное. быть по-другому? Потому что, ну, как я могу отказать? Мне вообще не нравится с ограниченными возможностями люди, хотя я понимаю, что возможности ограниченные, но я вот говорила уже в интервью на радио, что вы еще с более безграничными возможностями, чем мы. Потому что вы еще тоньше все видите, слышите, понимаете, чувствуете. Потому что мы — это то, что мы чувствуем. Мы есть то, что мы ощущаем и чувствуем. Вот поэтому вот у меня даже когда был ковид, и на какое-то время я потеряла ощущение обоняния и вкусовые рецепторы. Ого, нифига себе. Тут начинаешь понимать, что ты имела и чего ты лишаешься. Вот люди, которые, так скажем, с нормальными возможностями, да, вот с руками, ногами, глазами, мы даже не понимаем порой, каким богатством мы обладаем. Вот. И когда общаешься с людьми, у которых ограниченные возможности, и ты понимаешь, что несмотря даже на ограниченные возможности, у людей еще более жизненная позиция, и жизненное стержень, и какая-то энергия, и желание жить, и творить, это так вдохновляет. Меня, например, это очень сильно вдохновляет. Я с большим удовольствием, и с большим уважением, и с большим трепетом всегда отношусь к людям с безграничными возможностями, и с удовольствием иду навстречу, и всегда, чем могу, всегда помогу, и тут ничего нет удивительного. Это моя душа, мое сердце так отзывается. Потому что я не могла тебе отказать. Как я могу тебе отказать? Что это? Итак, дорогие друзья, это бессовестно вообще. я еще раз благодарен по тебе. жизни. Вот, это Анжелика Рубаш и Виктор Тартанов на Радио ВОС. До свидания, будьте здоровы и до новых встреч. Спасибо всем.